Всем привет! Сегодня расскажу простой способ, как сделать брендированную практичную упаковку для наших изделий. Когда возник вопрос, как же упаковывать свои изделия для отправки клиенту, у меня было несколько критериев для выбора. Первый — это, конечно же, материал. То есть деревянные упаковки, есть из бумаги. Пластиковые я не рассматривал вообще, потому что кожа натуральная, и мне кажется, она должна, такие изделия должны отправляться тоже с натуральными какими-то материалами. Я остановился именно на бумаге, то есть крафтовые самосборные вот такие вот коробки. Несколько преимуществ по сравнению с этими деревянными, с фанерными коробками. Фанерные коробки, они непрактичны в хранении, потому что их, допустим, чтобы оперативно отправлять заказы, они должны быть в наличии. В наличии, допустим, такие фанерные коробки, их нужно брать оптом, и они занимают очень много места. Вот. По сравнению с такими, в таком виде приходит, допустим, крафтовый коробок, который мы потом собираем. Они приходят пачкой, к примеру, 50-100 штук, сколько вам нужно, заказали, и они места намного меньше занимают, чем, допустим, уже сложенные, собранные коробки эти деревянные. Второй такой момент был, это цена. Цена, конечно, если заказывать под каждое изделие деревянную коробку, то изделие значительно будет дороже. Потому что цену коробки нужно учитывать в стоимости изделия. Это то, что когда приходит изделие заказчику, к примеру, ремень, он ремень одел, носит, а коробка остается. И коробку непонятно куда деть. Это чисто с такой практичной точки зрения. Эта коробка, она не подходит ни для хранения обуви, ни для бижутерии. Просто лежит, и для нее нужно найти место. Вот такие крафтовые коробки. Хотите, оставьте себе, хотите, выбросьте, хотите, сдайте на макулатуру. То есть они более практичны даже с этой точки зрения. Остановился на такой упаковке. Она простая, удобная, то есть всегда есть в наличии. Сам собрал, какой нужно размер, допустим, заказал под свои изделия несколько размеров этих коробков. Пришел заказ, сложил себе нужный размер коробка и отправил. То есть все очень оперативно и практично. Можно заказывать коробки уже с напечатанным логотипом, допустим, вашим. То есть есть услуга, они печатают, брендируют эти упаковки изначально и присылают вам уже готовые. Но у меня, допустим, есть еще такие я пакеты покупаю. Я в них отдаю, кроме своих изделий, еще фотографии. Тоже брендирую, только уже под фото. И фишка в том, что если мы, к примеру, закажем, и у нас здесь уже будет напечатан ваш логотип, к примеру, мастера, который изготавливает кожаные изделия, то такой пакетик мы уже не сможем использовать, допустим, для отдачи фотографий. Брендирую сам, заказал себе вот такой штамп и ставлю оттиски, как это делали раньше, просто как печать ставлю. Получается все очень просто. У себя в городе заказал эту печать. Полный этот набор с подушкой и с краской. Он обошелся мне где-то $20. Можно заказать любого размера. В принципе. Они там отталкиваются от ручки. Здесь какой-то прорезиненный материал используется. В общем, в технологии я не вникал. Делают, в принципе, любой. У меня есть еще такой. То есть любого размера. Покупайте сразу подушку. Подушка это пропитана краской. Можно любого цвета. Я взял себе черный. Black краска. Когда подушка высыхает, что уже оттиски не такие четкие, мы просто капаем сюда еще краски. Подушка это пропитывается, и можем ставить дальше. То есть никаких затруднений нет. Саму печать я ставлю до того, как собрал коробку. Нужен жесткий упор.
для того, чтобы ее поставить более четко. Вот. Чуть-чуть сгибаю сам клапан, саму крышку коробки, чтобы понимать, где ее как бы границы, контуры. Вот. Дальше как бы макаем нашу печать в подушку с краской, с этими чернилами. Ну и потом важно не перепутать, где верх, где низ, потому что поначалу у меня такое было. Вот. И в принципе руками центрируем, на глаз выбираем, где центр, где нам поставить этот оттиск. Из-за того, что штамп у меня достаточно большой, вот, я его немножко так прижимаю, обхожу по контуру. И, собственно, что у нас получается. А теперь можно смело собрать нашу коробку. Собирается тоже она просто очень. Здесь загнули. Здесь тоже. Чик-чик-чик. Все. Коробка готова. В таких вот коробочках я отправляю бабочки из кожи. Также у меня есть коробки побольше там для ремней, для разгрузок. Таким способом можно брендировать, в принципе, не только упаковки, можно и брендировать бумагу, можно брендировать кожу. В основном на все такие более плоские ровные поверхности эта печать будет ложиться. Если еще нужно добавить какой-то симпатичности при упаковке своего изделия, еще в коробку можно добавить наполнителя. Я не использую, у меня нету. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.